Ну, наконец-таки разработчики подвезли просто колоссальное количество контента в CS2, а именно своего рода операцию под названием «Оружейная палата», куда входят новые косметические предметы, включая новый вид, и это брелки на оружие. Все это добро весит 5 гигабайт, так что пристегните ремни, смотрим спонсора и погнали. Ищешь площадку, где можно поднять классные скины, то добро пожаловать в Case Hunt. Огромный выбор кейсов и отличный алгоритм дропа. Если не понравился выбитый скин, его всегда можно проапгрейдить. Ну а если у вас скопился ненужный шир, то запихните его в контракты. Помимо этого, на сайте есть различные бонусы и все возможные розыгрыши, включая открытие бесплатных кейсов. Ребята из Case Hunt стараются разбавить ваш интерес и придумывать что-то новое. Ну а если ты используешь мой промокод при пополнении, получишь плюс 30% к депозиту. Так что не теряй времени и заходи по ссылочке в описании. Ну что же, мы все этого ждали. Море контента и что-то похожее на операцию. Да, знаю, найдется и немало хейтеров, которые будут бухтеть по поводу проблем в игре. Но, как я говорил ранее и постоянно повторяюсь, контент — это хоть что-то, что может сгладить пребывание в игре, пока ее фиксят. Короче, в данном обновлении мы получили оружейную палату. Это своего рода замена операции и работает почти по такому же принципу, но без миссий и медали. Покупаете пропуск, зарабатываете опыт, играя в игру, и тратите заработанную валюту в магазине события. Причем вы можете купить до 5 пропусков и их фармить. Однако разработчики предусмотрели этот момент и также ввели новые ограничения на продажу предметов, от чего некоторым сайтам придется подстраиваться. Так что все мы спокойно можем думать, что это создано для прямой прибыли Valve. Однако вернемся к контенту. Наконец-таки добавили брелки, причем 2 коллекции. И теперь я с чистой душой могу сказать, что все, что я говорил в отдельном ролике про эти самые брелки, показывая, как они будут работать, попал везде в точку. И выглядит это, конечно, прикольно, но по-прежнему странно. И да, они все же сделаны через костыли. Ну а также в этом обновлении мы получили 3 коллекции оружия, в которой, как и в операциях, есть коллекция карты, а именно нового оверпасса, 2 коллекции наклеек и оружейный кейс, в котором из особых предметов находится нож Кукри. Хотя в файлах игры мы находили новенький нож Twin Blade, но, видимо, разработчики любят растягивать контент. Ах да, чуть не забыл, еще в магазине можно приобрести отдельный скин на Дигл, который доступен ограниченное время. Ну а также нам вернули различные устройства по типу перебрасывания статистики оружия стат-трека и добавили новые примочки, такие как возможность отцепить уже наклеенный брелок на оружие. И да, теперь это будет стоить вам денег. И иконки, конечно, выбрали под все это дело отвратительные. Кстати, да, теперь при наклеивании наклейки вы изначально можете выбрать ей вид изнашивания. Но разработчики также помимо контента завезли нам и изменения на картах. Улучшили мувмент игроков, где они сообщают, что наконец-таки пофиксили привязку ног, которая выдавала приколы такие, как Майкл Джексон. Ну а также улучшили график телеметрии, который отслеживает ваше соединение с сервером, и исправили некоторые участки меню. Но, к сожалению, как это часто бывает с играми от Valve, а конкретно с CS2, после данного обновления, разумеется, вылезло огромное количество новых багов, которые придется им фиксить, так что месяц предстоит интересный. Ну а из скрытых файлов на данный момент, так как времени особо смотреть не было, могу выделить, что курицы наконец-таки научились моргать, о чем, кстати, говорил в ролике о питомцах. И вдобавок получили кучу новых айдл анимаций, и тем
самым разработчики все ближе подталкивают нас к питомцам. Ну а в скрытом же меню разработчиков наконец-таки появились все тесты, которые тщательно удалялись в последние обновления. Я вам, конечно, о них говорил, но понимаю, что вы могли воспринимать все это за бред. Ну а также, исходя из файлов игры, разработчики планировали изначально осмотр брелков меню при помощи модели круг, о чем говорит нам новый файл анимации, который был создан именно для этого. И на этом пока что все. Пойду и дальше изучать все, что постарались скрыть от нас разработчики. Всем огромнейшее спасибо за просмотр. Всем пока и удачи!